Добрый вечер. С вами творческое объединение «Полный фарш». Значит, друзья, вот уже который год Владимир Ишимов не едет ни на горнолыжные курорты, ни в жаркие страны. Он предпочитает создавать вот эту волшебную атмосферу нашего любимого московского рождественского лагеря. Да? И этот лагерь 13-й, друзья. Собственно, в свете этой информации хотелось немножко поразмышлять над развитием лагеря. Вот уже 4 года мы можем наслаждаться комфортной атмосферой этого дружелюбного отеля «Олимпиец». Да? Да! Опять же, соло-джаз становится все более представительным. Появляются такие новые явления, как буткэмпы. А раньше был один, а раньше не было. Целые бонусные треки. Это не просто бонус-класс, а прямо сквозной бонус-трек. Но вместе с этим что-то и отпадает, правильно? Отпадают как бы рудиментарные направления. Еще в прошлом году West Coast Swing цеплялся за лагерь полуторными днями, но в этом году как бы раз и отпал эволюция. Ну и на фоне этих новостей мы начинаем наш первый выпуск новостей Рождественского лагеря 2017. В этом году творческое объединение «Полный фарш» продолжает традицию ночных батлов. Каждую ночь мы находим для вас супер-танцоров, которые готовы сражаться без правил. И честь открыть серию подпольных батлов выпала ярким представителем буги-вуги. Вчера был батл по буги-вуги. Это были Иван Готрунов, Заряна Калашник, Жежик Агнешка Херубинский. Они на самом деле настолько воодушевились отсутствием правил, что решили, в общем-то, удивить даже нас и поменялись парами. Жаль, что не все из вас это видели, но в феерическом состязании победу сумели одержать. Неожиданно. Жертвок и зарядов. Будьте уверены, что следующие подпольные батлы полного фарша будут не менее зрелищными. И, надо признаться, они будут совсем уже скоро. Да, а именно сегодня, приблизительно после второго сета музыки, здесь, в этом зале. Так что или будьте во время рядом. второго сета музыки. Или во время, да. В общем, будьте где-то рядом, чтобы не пропустить это изумительное зрелище. Итак, мы сами не знаем точно, поэтому будьте здесь. Будьте здесь, да. И к новостям. Значит, в прошлом году творческое объединение «Полный фарш» познакомило танцевальную общественность с замечательным специалистом доктором Валентином. В наших выпусках мы рассказывали вам о нескольких случаях из его врачебной практики. Пациент с отхлопанными ладошками. Пациент с синдромом первого лагеря. Да, был еще интересный рассказ об уникальном методе лечения распространенной болезни Линди Хоп. Это не мое. В этом году доктор Валентин, к сожалению, не смог приехать в лагерь, но творческое объединение «Полный фарш» продолжает следить за работой этого замечательного специалиста. В частности, нам удалось узнать о запуске новой линейки лекарств. Препарат «Валентинка» — это специальное средство для соло-танцоров, стимулирующее интерес к парным танцам. Она так называется «Валентинка от Валентинки». Коннекшн — это не страшно. Но это еще не все. Значит, на фоне его увлечения биологически активными добавками, БАДами, мы заметили, что у него проснулся интерес к биологически активным булавкам, бабам. Комплексная терапия с использованием валентинок, прикрепленных бабами, дает двойной эффект. Я спрашиваю.
Традиционно первое утро рождественского лагеря связано с мероприятием, которое столь необходимо для вас всех. В одних оно вселяет страх, в других надежду, в-третьих раздражение. Многие из-за него уходят с вечеринки пораньше. И вы, наверное, да, догадались уже, что мы, конечно же, про завтрак. Ладно, вы про отборы. На завтрак. Да, класс. И нам удалось взять интервью у одного из участников отборов на буги-вуги. Смотрим. Илья, мы знаем, что ты сегодня участвовал в отборах по буги-вуге. Удалось заполучить заветный браслет адвансера? Заветный браслет? Да они мне красную карточку дали. Красную карточку? За что? Ну, видимо, правила спортивного буги-вуги, которые сейчас вся мировая общественность так продвигает, распространяются и на отборе на занятия в лагере. Ого, ничего себе. И что же случилось, как ты ее получил? Да вот я трюки люблю. Вот, ну, мне нравится музыка заводная. И я сделал 3. Ну, обсервер, которого пригласили специально на это мероприятие, засчитал мне их как 3, 2 только можно делать, 3 нельзя. И то, когда 3 делал, там бедра партнерши явно ниже моего плеча были, так что можно было бы и поспорить с ним. Слушай, и что, только за трюк и все? Ну, мне еще сказали, что я 4-й хайлайт не сделал. Ну, я не сделал, я не успел, музыка закончилась. Что поделать? Обалдеть. Слушай, и что теперь делать? Ну, я решил, что если в буги-вуги не получилось, попробую что-то еще. И сходил на линди-хоп и на бальбоа. Вот. 2 браслета. Все, в адвансе. Так что, друзья, рекомендуем в следующем году более серьезно отнестись к подготовке к отбору. Подготовить запасные, так сказать, варианты. И мы переходим к нашей постоянной рубрике «Вихри безудержного танца». Да, мы стали все чаще сталкиваться с одним не очень понятным для нас явлением. Но, к счастью, в рождественском лагере есть эксперт, который помог нам пролить свет на суть этого явления. И, собственно, об этом наш следующий ролик. Здравствуйте, Михайло. Очень приятно видеть вас в нашей студии. Мы обратились к вам как к ведущему специалисту в нашей стране по новым интересным течениям в блюзе. Есть ли сейчас что-то свежее? Огромное спасибо за ваш этот неторопливый, вдумчивый вопрос. Безусловно, блюз очень популярен в нашем комьюнити, и долгое время развивался он в новых направлениях, таких как, например, микроведение, микроблюз. Но всю экспрессию в этом уже не выразить. Новые тенденции, новое свежее веяние – это нано-блюз. Блюз ведь это очень, очень яркий, очень горячий, искренний танец. И новые направления раскрывают всю полноту этого, безусловно, эмоционального, горячего явления. Очень интересно. А какие перспективы открывает это направление? Ну, в это направление возникло, во-первых, неспроста. Повальное увлечение блюзом породило несметные толпы поклонников этого танца. И танцполы просто стали ломиться. Нужно что-то стало делать с пространством. Таких стадионов просто уже нету. И новое веяние, нано-блюз, нано-ведение позволяет уплотнить танцпол настолько, заполнить каждую буквально клеточку нашего паркета. Мы сильно повышаем КПД наших танцевальных залов.
Что по поводу соревнований, как в других танцах? Проводятся они? Соревнования по наноблюзу, безусловно, востребованы народом. Нам приходится соответствовать, новый технологический уровень. Для того, чтобы сделать все корректно, приходится отказываться уже от простого человеческого судейства. Судейство по наноблюзу полностью автоматизировано. Мы внедряем новые технологии чипирования участников. Человеческий глаз уже не способен в полной мере оценить все старания, поэтому электроника берет на себя основные задачи в этом нелегком деле. Нелегком. Но вообще-то, конечно же, наноблюз — это не про соревнования. Это страсть, этот огонь, это энергия, эта экспрессия, она, конечно же, про social. Безусловно, это язык общения сердец на очень глубоком молекулярном уровне. Послушайте, как захватывающе. А можем ли мы как-то узнать еще подробности про этот волнующий танец? Да что я с вами тут буду, в общем-то, все это обсуждать? Давайте сейчас посмотрим. У меня сейчас как раз будет индив, я готовлю наших спортсменов к соревнованиям. Все будет видно. Видно будет все. Да. Во. Еще медленнее. Еще. Ты куда ты швыряешь партнершу? Завтра финал. Что ты делаешь? От бедра. Откуда ты вульгарщина вообще? Не шевелись. Жди. Мелодию слышишь? Вот она. Вот так хорошо. Нет. Куда ты сорвался опять? Это уже на микро ты вышел. Ну куда ты... Какое это нано? Так, слушай, все, стоп. Ты... Рановато еще. Нужно пойти потренироваться на колонне. Потом будем продолжать. Стабилизируемся. К сожалению, пока ситуация не дотягивает до мирового уровня, но мы работаем активно над тем, чтобы наноблюз прочно утвердился в нашем комьюнити. She coming walking down the street with every step burning with heat. It stops my heart when it gets so hot. She don't know what you got. Танцевать нано, танцевать нуна. И на этом наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Да пребудет с вами полный фарш. До встречи завтра.